Insomnia Original Films представляет Неужто наш мистер Ночной Кошмар очнулся? Замечательно видеть его процедурную. Начнем все с самого начала. иные. Ночной кошмар. Автор сценарий и режиссер Арман Саят. Оператор Алекс Киндац. Доброе утро, класс. Всем сесть на свои места, начинаем урок. Пожалуйста, откройте свои учебники на странице 134. Параграф 21. Итак, вентролатеральное приоптическое ядро. Это небольшой участок нейронов в передней медре гипоталамуса, расположен над перекрестком зрительных нервов в головном мозге. Он играет крайне важную роль в регуляции сна, так как выделяет тормозные нейромедиаторы. Александр. Простите, я немного... Урок уже давно закончился. Все давно ушли, вы в порядке? Я просто уснул. Вы не спали. Я наблюдал за вами всю лекцию. Вы даже не моргали толком. Признаться, поначалу был даже удивлен. Думал, вам тема понравилась. Вас что-то беспокоит, я прав? У вас нездоровый вид. Все в порядке, правда. Когда вы спали в последний раз? Я сплю. Правда, я не уверен, сон ли это. Продолжайте. Видите ли, каждую ночь мне снится кошмар. Я читал об этом в интернете и о способах борьбы с этим, но ничего не помогает. Я совсем отчаялся. Расскажите, как это происходит? Раньше это происходило реже. Я не придавал этому особого значения. Думал лишь плохие сны, но случаи стали учащаться. Я заметил странную закономерность. Сначала раз в месяц, потом раз в неделю, через день и потом я... Это сонный паралич. Что, простите? Или каталепсия пробуждения. Промежуточное состояние между явью и сном. В этом состоянии возможно наличие слуховых, зрительных, тактильных и логических галлюцинаций. Однако ваш случай весьма выдающийся. Видите ли, все, что я только что описал, очень схоже с тем, что вы испытываете. Однако это не совсем точное определение. А какое точное? Что вам известно об осознанных сновидениях? В смысле управления сном? Именно. Но я читал об этом. Даже смотрел пару фильмов, но, как по мне, так это ложное ощущение. А ваши ощущения ложные? Очень на это надеюсь. То, о чем мы говорим, не изучено. Однако это не означает, что сей феномен не существует. Только представьте безграничные возможности вашего сознания в иной реальности, без каких-либо... Как это относится ко мне и к моей проблеме? А если я скажу, что сонный паралич – это ключ к осознанным сновидениям? Бред. С той периодичностью проявления симптомов каталепсии пробуждения, присущей вашему организму, появляется возможность не только для изучения данной области, но и избавления вас от данного недуга. Профессор, простите за беспокойство, но вам звонок в администрации. Скажите им перезвонить на мобильный. Просили передать, что так будет удобнее. Я тут кое-что записала. Тоже просили передать. Кажется, это латынь. Прошу меня извинить. Профессор, вы уходите? Да, мой юный друг, но наш разговор не окончен. Я бы хотел встретиться с вами и все еще раз обсудить. Пожалуй, нужно больше времени. Как насчет вечера пятницы? Скажем, часов 7. Вот адрес. Как прибудете на место, я вас встречу. Думаю, я смогу вам помочь.
Алекс? Алекс? Прости, я, кажется, немного задремал. Думаю, тебе это будет не лишним. Да, в последнее время не совсем получается. И в чем же причина, мистер Гарднер? Ставите новый мировой рекорд? Рэнди Гарднеру удалось не спать почти 12 дней. И это в 17 лет. 11 дней и 25 минут. Я помню, как ты заявил об этом родителям, что побьешь этого парня. Даже подготовил тесты на логику, память и восприятие. Да, и сделал тебя руководителем исследования. Да, отец с нами тогда так гордился, а мама все ворчала, что мы дети, а не его исследовательская группа. Тем не менее, мы оба пошли по стопам отца. Да. Так что ты там хотел? Что ты думаешь о профессоре Идене? Артур Иден из твоего факультета? Да. Доктор психологических наук, профессор. Нет, какой он в жизни? Вполне себе приятный человек. Есть, конечно, у него некий пунктик на теории осознанных сновидений. В свое время пытался получить финансирование для проекта, связанного с каким-то устройством. Но что-то у них там не пошло, и проект закрыли. А Артур ударился в преподавание. Что за устройство? Я не знаю, Алекс. Он ведь твой преподаватель. Спроси его об этом. Расскажи про свой детский рекорд. Я ведь серьезно. У меня всего 1 час на обед, а мы тратим это время на обсуждение какого-то мужика с факультета психологии? Ты целый месяц мне не отвечаешь, а сейчас появляешься и хочешь знать мое мнение о своем же преподавателе? Да? Да что с тобой не так? Вот это! Что? В искусство ударился? То, что изображено на картине. Ночной кошмар. Со мной происходит все в точности, что изображено на этой картине. Каждую ночь. Затрудненное дыхание, боль в груди, полный паралич всех конечностей. Сонный паралич. Каждую ночь. Я совсем отчаялся. Нет ни лекарств, ни лечения. И ты с этим обратился к Артуру? Да. Слушай, Артур, конечно, спец в этих делах, но он не лучший кандидат на роль мозгоправа, особенно вещей, касающихся сновидений. А кто тебе действительно нужен? Так это она. Позвони ей, встретитесь и все обсудите. А от Артура держись подальше. Алло? 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 Александр, это вы? Профессор? Александр, не молчите. Профессор, ну как вы? Просто ждал вашего звонка. Что, уже пятница? Я лишь хотел убедиться, что номер верный. Убедились? Да. Тогда до пятницы. Хотя погодите, побудьте на линии. Что? И вы вот так мне об этом сообщаете? Когда? Я приму это к сведению. Алло, профессор? Александр, на чем мы остановились? Ах, да. Профессор? А вы свободны сегодня? У меня появилось окно. Сможете приехать сейчас? Александр, не томите с ответом. Да. Отлично. Тогда до встречи. Состояние пациента стабильное. Будите спящего. 125. 130. Сердце биение учащается. Он просыпается. Он открыл глаза.
подключите его к аппарату. Привет. Как ты себя чувствуешь? Я надеюсь, ты не против, если мы... Подключение к протоколу 74. У нас все готово, профессор. Ждем вашей команды. Погружение через 3, 2, 1. Забавная история вышла с таксофоном. Не думаете? Фокус стар, как этот мир. Ничего нового. Что произошло? Александр, вы слушаете меня? Как давно я здесь? Минут 20, не более. Я не помню, как пришел сюда. Вы были слегка растеряны, когда пришли. Был уверен, мне показалась ваша отстраненность. Это вы о чем? Человеческий организм весьма интересная вещь. Инстинкты самосохранения в своем чистом виде. Ваш мозг пытается защитить вас, дать вам больше энергии. И ему не нужно для этого ваше разрешение. Видите ли, достаточно лишь 22 часа изнурительного бодрствования, чтобы активность так называемого таламуса снизилась. А ведь он, ни много ни мало, регулирует цикл сна и бодрствования. Иными словами, автопилот. Самолет летит, а пилот при этом спит. Но мы ведь это поправим. Не за этим ли мы все собрались сегодня? Это туман. Настолько плотный, что дальше носа ничего не разглядишь. Это река. Обычно в это время года это редкость, но бывает накрывает с головой. Что это? Это мы с вами. Как такое возможно? А вы еще не поняли? Что за фокусы? Это самый величайший фокус в истории человечества. Это наука. И мы с вами находимся во сне. Точнее, для вас это сон. Ведь вам кажется все таким реальным, не так ли? Я не знаю. Я все контролирую. Дышу. Ну, естественно, вы дышите. А иначе вы бы умерли. Но мы ведь не можем с вами этого допустить. Поэтому мы подключили вас к системе и насыщаем ваши легкие кислородом. Но ваш организм пытается оградиться. Дать вам больше сил для борьбы. Но есть что-то внутри вас, что подталкивает вас к самоуничтожению. Вы больны, Александр. Инфицированы. В каком это смысле инфицирован? Ваш мозг, он уже давно оккупирован, но не сломлен. И те, кто пытается сломить защиту, всего лишь ждут своего часа в темных подкорках вашего разума. Как вы себя чувствуете, Александр? Я не знаю. В шоке, знаю. Нет. Мне странно. О нет, мой Что? юный друг. Вам страшно? Ваш мозг давно должен был послать сигнал о выбросе адреналина в кровь, что в свою очередь позволило бы вам проснуться. Но этого не произойдет. Мы сделали вам инъекцию препарата на основе морфия. Тело обездвижено, мозг обезоружен. А значит, у нас уйма времени. Уйма времени для чего? Для ужина. Я не понимаю вас. Мы здесь не одни? Вы ведь не думали, что ваши друзья оставили вас?
я